Всем привет! С вами компания Август Климат, и мы сегодня снимаем обзор на кондиционер LG серии Mega Cool. В предыдущий раз, когда мы снимали кондиционер более дорогой серии Pro Cool, мы думали, что это Mega Cool. Тогда у нас произошла некоторая пересортица на складе. Сегодня у нас уже настоящая серия Mega Cool. И вообще я считаю, что даже хорошо, что так получилось. Тем нам сейчас легче, интереснее будет сравнить его вот с той более старшей линейкой. Значит, раз та линейка более старшая Pro Cool, значит она более дорогая. И это я сейчас веду к ценам. Этот кондиционер стоит, РРЦ на него, 50 тысяч рублей. Но это РРЦ, рекомендованная розничная цена. На самом деле в магазине, например, таком как М-Видео, его можно купить за 43. Ого. Да, то есть уже, то есть РРЦ 50, а это 43 тысячи. Кроме того, поставщик, дистрибьютор кондиционеров LG разрешает эту линейку продавать на маркетплейсах в целом. Да, соответственно, можно его и там пошукать. Если старшую линейку он не разрешает, вы ее не найдете на маркетплейсах, то это можно. И там уже ближе к 40. Но будем считать, что стоит он 43. Да, как в видео, это самая такая его средненькая цена. Старшая, напомню, 60. 60 и 43. Что же выбрать? Будем разбираться в этом видео. Слушай, ну за 43 вполне очень даже адекватно, красиво выглядит. Все-таки вот насколько корейцы лучше китайцев в дизайне. Вроде бы вот ничего особенного. Однако вот эта линия, да, и никаких там, дурацких молдингов. Одинаковый полностью везде пластик. Мне нравится и формой, и видом. И знаешь, размерчик такой, то что надо. Он вроде не маленький, но небольшой. Давай быстренько еще про внешний вид. Значит, он поменьше, да, предыдущего, но фильтр открывается, да, достается точно так же. Лицевая панель никаким образом у нас не открывается. За этой жалюзи мы видим черный цвет. И в прошлый раз мы про Cool хвалили, и это давай тоже похвалим. Когда у белого кондиционера вот такие черные нутра, ну классно. Да, когда у черного белые плохо, вот здесь прям хорошо. Здесь вот есть кнопочка. Да, кнопка. Ой! Включил. Нажал. Ну все, нюхай скорее тогда, Давай. раз нажал. Ой, хорошо пахнет. А вообще мне почти не пахнет практически. А пахнет таким дорогущим пластиком. Ну, пахнет новой бытовой техникой. Да. Раз я взял в руки пульт, давайте его покажем. Это тот же самый пульт, как у всех, серии LG May Mirror, помнишь, что видели, там дорогущий за 100 тысяч, там был этот пульт. И Pro Cool, видите, Mega Cool, везде один и тот же пульт, он нам в целом нравится. Его такой, может быть, ну, недостаток, нюанс, у него нет никакой подсветки, ну, вот там, сколько... По-японски. Делают это, чтобы экономить заряд ваших батарей. Есть клавиши управления в стороны. Так давай-ка сразу проверим, есть ли здесь это... Все, смотри, даже нет. Ну классно, смотри. Ну хотя да. Клавиша лишняя, потому что управление в стороны здесь никакое не с пульта, здесь ручное, потому что серия упрощенная. Да, снизу вот надо в нижнюю часть, но все равно надо аккуратно, никак там не защищен на самом деле барабан. Чуть сильнее руку туда, палец чуть сильнее просунешь, и маникюр может пострадать. Мы сейчас о чем говорили, что клавиша есть, клавишу с пульта не убрали, но она хотя бы не отзывается. Ты понимаешь, что она не рабочая, хотя бы так. Управление жалюзи только вверх-вниз. Есть клавиша, вот она. Давай померяем скорости. Пульт нам показывает как минимум 5 скоростей клавиши Fan Speed. Первая. Первые две рисочки, потом 3, 4, 5, 6 И авто. и авто. Скоростей 5, а рисочек 6. Зачем Подожди, так? может быть первая рисочка есть какой-то режим? Не вижу ничего такого. Такой Jet мод. Нажал. Тут включилось какой-то Здесь включилось на пульте включилось Power, может быть, да? Наверное, максимальный какой-то режим. И заслонка изогнулась резко вниз. Как будто работает на обогрев. А нет, она сначала вниз, потом заслонка пошла... Наверное, Power режим. Да, наверное, это Потому режим... что максимальная скорость пошла. Ну и отображается, смотри, максимальное количество рисок. Отключаем Jet мод. Jet это что? Это же реактивный, да? Да. Так, ну если у нас есть Jet мод, мы сейчас все это померим еще прибором нашим, проверим. Значит, должен быть и минимальный. Может быть Comfort Air. Comfort Air это, наверное, заслонки. Значит, Ну, заслонка просто вверх поднимает максимально воздух, видимо, чтобы не попадало на пользователя. Да, параллельно полу просто. И все. Мы с тобой насчитали 6 скоростей, правильно понимаю? Да. Давай их проверим. Ух ты, на первой скорости смотрим, какой у нас поток воздуха. Обалденный поток воздуха. Да, неплохой, ничего себе, 3,6 метров в секунду. Ну что, вторая скорость.
смотри, здесь отображение идет F2. Да. Почему F? Фан. Фан 2. да, фан 2. Так, есть вторая скорость. Давай фан 3. Фан 3, пожалуйста, вам. Да, разгоняется. Даже по звуку слышно. Давайте четвертую. Еще разгоняется. Слушай, как сильно разгоняется. Это еще только четвертая, пятая. Слушай, мощно дует и хороший звук все равно идет при этом. Да. Некоторые же кондиционеры на максимальных скоростях уже так ревут, что, ну, понимаешь, что никогда его не включишь. А этот включишь. И еще одна скорость есть. Jetbot. Ну-ка, давай. Реактивный. Есть. А, вот он начинает изгибаться, зараза. Ну, сейчас мы дождемся, что вернется заслонка наверх. И посмотрим, что у нас на Jet Mod. Сколько у нас было на пятой? 6,8. Слетаю! Наш вентилятор офигевает просто. Ну, не было таких еще. Таких скоростей, блин, такой малыш. И в то же время он не добавляет механического шума ни на одной Никакого. скорости. Никакого в механике. Блин, слушай, прям пятерка. За скорость, и за их плавность, и за их мощность. И заслонки хорошо так отклоняются, да, вниз вообще. Мгм. Вообще просто уходят, вон, посмотрите. Но опять технологично работает. Прям вот сразу видишь, что оборудование клевое. Какой у нас главный тест? Уровень шума Уровень шума. Абсолютно. в нашей камере. В нашей камере. ProCool, напомню тебе, показал 31 дБ. Мы его за это хвалили. Он у нас такой весь красавчик. 31 дБ был. Ну что, это должен громче быть? Не знаю. Ну, замираем. 31 децибел ровно. Какое удивление. 31 дБ. А как так? Ну, Блин, а странно, вот он размерами меньше, да? А мгм. по шуму такой же. Ну, классно работает. Ушами послушай. Да, только воздух. Никакой механики, повторюсь. Очень мне нравится, как работает. От предыдущего, от ProCool я пока вот прям принципиальных изменений-то и не вижу никаких. Как будто тот же кондиционер. Может быть, тот же наружный блок? Это мы раскрутим, но не может быть такая разница в цене, тот же наружный блок, мне так кажется. Вот, смотрите, все, он сейчас работает. Вентилятор крутится, судя по всему, на постоянной скорости, потому что вот он уже несколько минут, он никак не меняет свои обороты вообще. Повосхищайся тем, как они прокрашивают Ну свои да, болты. да, вообще качество сборки просто гениальное. Да, Посмотри, тут вот все. Каждый болтик, он прокрашен. Такого не делает никто, ни японцы, никто. Плюс свой форм-фактор, вот эта панель, она цельная, да, снимается полностью. Да, Тоже да, так да. никто не делает. Дает очень жесткость, такую конструкцию придает. Боковушка у нас, вот эта защита теплообменника, здесь пластиковая, с обратной стороны. И то, как мы любим, по-японски нет никакой пластиковой ненужной защиты, которая только нашу природу засоряет, губит. Субъективно, по вибрации, по шуму отлично работает. Несмотря на то, что вентилятор крутится постоянно, очень часто шум идет от вентиляторов у многих кондиционеров, да? Вот здесь по шуму, Андрей, ну подтверди, что ну классно работает, дорого. Подтверждаю, дорого. Да? Компрессор практически не слышно. От вентилятора, по сути, только шум воздуха идет. И в районе компрессора мы замеряем амплитуду вибрации. Ну, просто мизерные значения. Абсолютно мизерные. 0,09. И у нас остается еще один тест, да, который мы в последнее время проводим. Это не то, чтобы как-то сильно повлияет, я думаю, на ваш выбор, но нам интересно. Это говорит, мне кажется, о качестве электроники, схем защиты, все вот этих там платах электронных. Мы проверяем работу кондиционера на пониженных напряжениях. Вот сейчас у нас он работает на 200, ну, 12. на 212 вольт, потребляет при этом, ты посмотри. 800. Нет. 330. 330 Инвертор, ватт. да. Инвертор, да. LG у нас ProCool работал на 120. Поэтому сейчас сразу ему выкручиваем на 120 и смотрим, что Вот будет. сразу на 140. А может быть и на 140, потому что пошли какие-то странные звуки. Нет, звуки это от нашего прибора. А, это прибор? Ну все, я тогда веду его в 120 и смотрим. Он снизил обороты. Он стал сильно тише работать. А потому что он, видишь, он движочек не DC, а 220 вольт. Упало Поэтому напряжение, сразу, упали да. обороты. Потребление особо и не растет. Да, потребление осталось на том же уровне. Все прекрасно. Кондиционер работает, тепло отводит. Ты думаешь, до 100? Ну, я думаю, до 100, да. 100 на 5 секунд и все. Ну почему на 5? Боюсь спалить, жалко мне его очень. Хорошенький, да? Хорошенький. 100 вольт. Так и запишем. Третий кондиционер, покажется у нас, который работает на 100 вольтах. Так, давай обратно. Подожди, 10 секунд, 20 секунд. Должен хоть чуть-чуть поработать так, а? 400 ватт потребления, 100 вольт, работает уже почти минуту. Без проблем. Возвращаем обратно.
Ох, как он сразу разогнался, как он обрадовался. обрадовался, да. Теперь давай-ка его выключим, раскрутим, посмотрим, что же внутри, что вот заставляет вот На так. чем сэкономили? На чем сэкономили, да, главный вопрос, потому что существенно дешевле. Черт возьми. Да. Я был почти уверен, что мы здесь увидим однорядный теплообменник. Речь вот об этих рядах, вот этих Да, калачей. обалдеть. То, что я думал, что экономия вот эта такая значительная, вот именно здесь она будет. И А что её мы здесь видим? Нет. Двухрядный А теплообменник. снова двухрядный. И что у нас тут? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 это 22, значит. 22, да на 2, 44 витка. 44 витка, каждый по 67,5. О нет, 44 на 67,5 я не умножу. Я тебе помогу. И получается у нас длина меди, вот этих медных трубок, Мгм. 29 метров 70 сантиметров. Охереть. 29,7. У предыдущего LG был 29,7. Погоди, так это он и есть, значит. Это тот же самый теплообменник. Да. Друзья, мы последние уже 6 или 7 обзоров меряем длину медной трубки, которая используется для изготовления теплообменника. Для чего мы это делаем? Чтобы косвенно таким образом понять эффективность теплообменника, да, и затраты, соответственно, производителя на его изготовление. У LG который раз результаты очень-очень приличные. У него, во-первых, нет никаких пропусков, да? Такие приличные, под 30 метров теплообменник. Обалдеть просто. Сразу скажем, что он все-таки не толстый, он Да, тоненький. он не толстый. У Прокула тоже такой же толщины, тоже был не толстый. Зато труба, ты посмотри, не утонченная какая-нибудь, знаешь, бывает. Плюс вот эти, посмотри, сцепляющие элементы какие, никакие не стяжки, а такие, ну, хорошие, да? Мгм. Плюс давай еще вот зазоры, да, на что мы обращаем внимание. Мы у кого? У Гри мы вообще считаем, что супер крутые, но LG тоже очень, ну, приближается к этому. Вот особенно вот здесь на повороте видно, что зазор очень хороший, потому что у производителя, назовем так, второго эшелона, он часто здесь, знаете, ну, по полсантиметра, и он так трется, его слышно. То есть подтверждается, что здесь нет никакой регулировки оборотов вентилятора. То есть вот он на постоянной скорости вращается, и когда мы 220 вольт уменьшали, он медленнее начинал крутиться. Так, что, компрессор? Да, Хорошо запакован. хорошо. Как все чистенько, как приятно разбирать кондиционеры LG, а? Знали бы вы. Жалко, мы не записали модель предыдущего компрессора. Давай хоть этот как-то запечатли более-менее. Но это тот компрессор, на который LG дает гарантию, как и на все свои, 10 лет. Свои компрессоры с 10-летней гарантией. И низ тоже заизолирован, то есть. И низ, и верх. Поэтому он такой Ну, тихий. Так, давай найдем хотя бы эту капиллярную трубку. Так, понятно, что здесь РВ никакой нету. Вот она. Хорошо, качественно, как она запакована, какими материалами. А? Культура сборки на заводах LG очень высокая. Который раз мы это отмечаем. И давай по традиции посмотрим плату инвертора. Угу. Закрыта, смотри, металлической крышкой. Это что за разъем? Для кого оставили? Не знаю, для кого-то оставили, смотри, как легко открывается. Ой, боже мой, как удобно, да. Силикон, не пожалели. Вот это мы очень любим. Посмотрите, как залито, да. Почему обращаем на это внимание? Потому что это продлевает жизнь вашей платы. Она на улице стоит. Вот здесь постоянно конденсат, не конденсат. И вот здесь все очень хорошо защищено от конденсата. Для тех наших зрителей, которые переживают, что меня шандарахнет током, не шандарахнет. Мы прежде чем вот так пальчиком водить, отключаем это электропитание. Облуждающие вот токи всякие не спалят. Ты же наэлектризован тоже. Правильно говоришь, это называется статика, да? Но вот здесь же как раз силиконом все залито, я даже свою статику ему передать не могу. И вот этот, ни у кого мы не видим таких огромных процессоров. Почему-то LG вот прям такой кремень, камень такой стоит. Да, казалось бы, прибор простой, а процессор управляет им. Опять перехваливаем, опять скажет, купили нас, Андрей, с тобой. У нас новая доска, если обратили Да. внимание. Мы на эту доску занесли все в этом сезоне нами снятые кондиционеры. Обрати внимание, насколько черного цвета больше, чем красного. Черным это инверторы, красному нофы. Мне кажется, это уже отображает, да, тенденции рынка. У нас одни инвертора. Ну окей, значит, у нас LG наш сегодняшний показал 31 дБ уровень шума, так же как ProCool 31 ровно. 0,09 он показал нам уровень вибрации. Из-за того, что это инверторы, они чуть на разных режимах работают, поэтому здесь надо с поправкой на инвертора смотреть эти значения. Более они релевантны, конечно, для он-оффов. Но все равно, если инвертор нам покажет какой-то ужасный вообще по вибрации свои значения, мы сразу здесь это отобразим, оно будет прям вот бельмом светиться. Пора к нам, наверное, на 80 вольт уходить, Андрей. Да, хотя бы на 90 начнем. 29,7 это длина меди. Прекраснейшие все значения. Кстати, ну давайте померяем, что у нас здесь нет АРВ.
Нет РВ и нет подсветочки у нас. Такие тоже значения мы в табличку теперь заносим. Хорошо он здесь выглядит. 29 метров вообще только LG кондиционеры показывают. Всех остальных всех меньше 15. Среднее значение меди это 15 метров. Посмотрите, LG как выбивается. 29, 29, 29. Давай. Напомню, что мы как бы так информационно вам показываем эту таблицу. В конце года мы ее сведем в какой-то, видимо, единый рейтинг и поделимся с вами. Окей. А пока мы готовы, наверное, к выводам. Давай. Я знаю, Андрей, наверняка ты хочешь хвалить этот кондиционер. Хочу хвалить его и я. Давай бросим монету, и если выпадет решка, то я буду его хвалить. Ну давай. Ха-ха-ха. Ты будешь хвалить. Окей. Давай, начинаем с наружного блока. Ругай его, Андрей. Еще раз напомни цену. 43 тысячи рублей. Ежели бы это был идеальный наружный блок, то у него бы был ЭРВ и управляемый вот этот вот вентилятор. Слушай, с ЭРВ не соглашусь. Ну, то есть ЭРВ это за 60 плюс, а вот конкуренты регулировку вентилятора уже в эти деньги ставят. То есть, наверное, придраться, поэтому придраться именно, не поругать. И, ну, мне, в принципе, не за что ругать его. Как он работал, офигенно. Так, я ругаю. Да. Значит так, ну, придраться можно только, наверное, к вентилятору, что вот он не инверторный. Больше мне сказать нечего. А мне хвалить-то тоже особо-то нечего, потому что здесь было хорошо почти все. Вот просто классный блок. Большой, хороший теплообменник, здесь все хорошо с энергоэффективностью. Он не будет из последних сил трудиться. Видели, у нас 300 вольт он потреблял. Другими словами, его можно не чистить никогда. Ты знаешь, у двойных теплообменников есть одна болезнь, что вот между вот этими как раз-таки двумя рядами со временем, особенно когда они не так плотно, как на LG, конечно, здесь вот с этим чуть меньше, наверное, вероятность, но все-таки, то, что он двойной, между двумя рядами такая шторка образуется, которую, конечно, надо вычищать, надо его чистить. Но еще раз, он трудиться будет не из последних сил, энергоэффективность высокая. Хороший теплообменник. Главное, по звуку, он очень хорошо работал. Он на постоянной скорости крутил вот этот вентилятор, из-за этого шум такой был постоянный, не как вот такие, знаете, инвертора тише, громче, это прям на постоянной, но не громко. Мне очень понравилась плата инвертора, который раз, то есть я верю в электронику. Кондиционер стоит снаружи, и он неплохо сконструирован для этого. Поэтому в этом наружном блоке прекрасно почти все, а если в эти деньги, так вообще все. Больше ничего не добавлю, пойдем к внутреннему блоку поругаешь. В принципе, опять же, поругать нечего. Я буду только придираться сейчас. Значит, во-первых, попридираюсь к тому, что в комплекте нет фильтров тонкой очистки. Во-вторых, такой же полной фигней и ненужной функцией я считаю управление жалюзи в сторону с пульта. Обычно кондиционер устанавливается, эти жалюзи устанавливаются один раз. Так, ты ругаешь, подожди, ну-ка давай-ка не это. Короче, этой функции нет. Нету. Хотя в эти деньги можно было бы ее уже и добавить. Пульт, единственное, за что можно поругать, это за то, что есть лишняя кнопка, которой быть не должно. А подсветки то, что нет. И нет подсветки, да, Вот. потому что мы здесь на российском рынке привыкли к подсветке. Все. Так, друзья, внутренний блок я снова в первую очередь похвалю, как и наружный, за то, как он работал. Мало того, что он на низкой скорости работал очень тихо, в спальню, да, норм, в спальню прям ставим. Но он и на высоких, на сверхвысоких скоростях, а скоростей у него мы насчитали 6, так большая вариативность и нормальные такие честные скорости. Дул невероятно, какие-то почти под 10 метров в секунду дул, и это не выглядело, что он это делал там из последних сил и сейчас разлетится. Нет, ну в каком-нибудь офисе я себе представляю, что на такую скорость можно поставить. Вряд ли в квартире вам, конечно, это потребуется. То есть он технологично сделан и хорошо работал. Такой плюс. За индикацию самому внутреннему блоку это отдельная похвала, потому что он показывает, когда он управляет жалюзи, он показывает, когда вы управляете скоростями. И звуковые все подтверждения сделаны очень, ну, так хорошо, правильно. То есть это так вот не от балды, там какой-то программист выставил, там какой звук в библиотеке нашел. Нет, все-таки они об этом подумали, он с вами общается как, ну, как современный прибор. Ну, пожалуй, тоже все. Я знаешь, за что забыл поругать? За Здесь что? Нет подготовки под Wi-Fi. Да, и нету ионизации никакой, Угу. что есть у более старшей версии. Опять же, то, что я считаю ненужным. Что, Wi-Fi ты считаешь ненужным? Wi-Fi нафиг не нужен. Ну, кстати, опять же, можно Яндекс.Пульт, ну, уже не в него воткнуть Яндекс.Пульт можно, а где-то там отдельно его Рядышком. поставить рядышком. И по инфракрасному каналу Яндекс.Пультом можно такой прибор, как любой кондиционер, Может, управлять. Яндекс заносит все время. Этот пульт все время Ну, рассказывает. потому что мне нравится сама идея, что за так недорого можно получить Wi-Fi управление кондиционером. Я еще никак с этим не свыкнусь, хотя это уже как несколько лет работает. Давай в целом тогда поделимся. Ну, явно мы снова его рекомендуем, да? Безусловно, Поделимся выводами. рекомендуем. То есть для тех, кому не нужны маркетинговые фишки и не нужен Wi-Fi,
То есть здесь от идеального кондиционера, опять же, его отличает только отсутствие Wi-Fi, фильтров тонкой очистки и, пожалуй, для потребителя это, наверное, все. Может Ну, быть, подсветки пульта. ну, может быть, все-таки управление жалюзи в стороны, Андрей. Тоже Может это быть, идеально. управление А ты- жалюзи в стороны, да. А во всем остальном внутри он просто практически без следов экономии, мощный прибор с хорошим запасом мощности, тихий, экологичный. Если вам нужен просто кондиционер, вот это просто кондиционер, и вам хватает на него денег, потому Да, что надо он смело стоит... брать сейчас, потому что мне кажется, что они что-то продешевили. Мне тоже кажется, что продешевили, потому что мы снова видим такой флагман. Все-таки китайцы, да, которые есть и чуть дороже, чуть дешевле, будет больше фишечек, да, мы там не восхищаемся работой китайцев. Мы обычно начинкой восхищаемся у китайцев, да. Ух, они это добавили, Да, ух, какой-нибудь ионизатор или какой-нибудь там ультрафиолетовая, хотя у Прокула есть ультрафиолетовая лампа именно, то вот эти ничего не добавляет, делают хороший, классный прибор, вообще современный, классный, но простой, очень упрощенный, просто чтобы работал. Ну и самое, конечно, важное и приятное, что этот кондиционер может стать вашим. Опять? Снова, Что, да. мы даже этот отдадим? И этот тоже мы готовы разыграть. Мы про Блин, Cool, мы напомню. разоримся к чертовой матери. Значит, все, что для этого необходимо, перейти в описание, найти ссылочку на наш телеграм-канал и подписаться на него. Дождаться выхода розыгрыша, то есть будет отдельный пост, как правило, через день после выхода этого ролика на YouTube будет пост специальный от Telegram-бота, который скажет, что все, мы разыгрываем, надо нажать клавишу принять участие и дождаться результатов. У нас не так много участников по сравнению с аналогичными каналами, поэтому ну, шансы довольно велики. Подписывайтесь на Telegram. Ну и Андрей Подписывайтесь всей семьей. всей семьей, отдельно Андрея всегда просят, и я к нему присоединяюсь, подписывайтесь и на YouTube. Ну, смотрите же, подпишитесь. На YouTube, А мы да. продолжим искать такие хорошие кондиционеры. Заметьте, у нас подряд идут классные кондиционеры. Я Ну прям да, радуюсь. да. И радуюсь отдельно, что мы разыгрываем. С вами была компания Август Климат. Всем мира и пока.